Привет! В этом видео мы разберемся, что такое клиент-серверная архитектура. Объясню максимально простыми словами, так, чтобы понял даже школьник. Представь, ты пришел в ресторан, кафе, в любое заведение. Ты клиент. Тебе нужен бургер. Но ты же не идешь сам на кухню жарить котлету, верно? Все, что ты делаешь, ты говоришь официанту, чего хочешь. Это и есть основа клиент-серверной архитектуры. Клиент просит, сервер выполняет. Давай я объясню на примере ресторана, как это все работает. Смотри, клиент это ты. Ты хочешь результат. Бургер, страницу сайта, фотку в Инстаграм, неважно. Официант это API. Он принимает заказ, передает его куда надо. Кухня это сервер. Он реально что-то делает, готовит бургер или обрабатывает твой запрос. Ну и соответственно холодильники и база рецептов это база данных. Там лежит ровно все то, что нужно на кухне. То есть это продукты, рецепты и так далее. Клиенту не нужно знать, как устроена кухня. Главное, чтобы бургер пришел горячим. То же самое, но на примере компьютера. Ты открываешь Инстаграм, это клиент, то есть твой браузер или мобильное приложение является самим клиентом. Он отправляет запрос на сервер Инстаграма и говорит ему «покажи мне фотографии». Сервер достает фотки из базы данных и возвращает тебе ответ. Тебе красивая лента, за кулисами куча магии, но тебе она не видна. А теперь перейдем к такому понятию, как API. Что это такое, зачем он вообще нужен? API – это официант или по-другому интерфейс, через который клиент общается с сервером. Можно сказать, что это меню ресторана. Ты не можешь заказать пиццу с гвоздями, если такого блюда в меню нету. API говорит, ты можешь заказать бургер, салат или лимонад. Вот что я понимаю. Так и в айтишке. API говорит клиенту, какие команды можно использовать. Существует несколько типов запросов в API, как в меню. Их много, но мы разберем только 4. Первое это get, то есть просто посмотреть. Грубо говоря, мы говорим «покажи нам бургер». Второе это post, или по-другому создать. Ну или можно сказать «сделай бургер». Третье это put, то есть заменить. По-другому можно сказать поменяй булочку в моем бургере, добавь туда огурцов, помидоров, убери соус или что-то в этом роде. В общем, все, что связано с заменить. И четвертое это delete, то есть удалить. Убери бургер из моего заказа. Соответственно, на каждый запрос есть ответы. Их много, мы разберем основные. Первое это 200. 200 означает все окей, все супер, твой бургер готов. И, соответственно, любой ответ, который начинается на 2, означает, что все ок. Следующий это ответы по типу 300, 302, 301 и так далее. Все, что начинается на тройку, означает redirect. Или, как пример, 300 означает multiple choices. Или по-другому, есть несколько бургеров на выбор, уточни, какой именно ты хочешь. 302 означает редирект. Соответственно, твой заказ перенаправлен на другую кухню, подожди, пожалуйста, у той кухни. 400. Все, что начинается на четверку, означает ошибка со стороны клиента. То есть, допустим, 403. 403 ошибка означает, что тебе нельзя заказывать это, например, без авторизации. Или ты слишком мал для того, чтобы заказывать вот этот алкогольный коктейль. 404 not found или по-другому бургер не найден. Такого блюда у нас нет в меню, мы не сможем его приготовить. И есть пятисотки, то есть все, что начинается на пятерку. Это означает ошибка на стороне сервера. Можно интерпретировать это как та же самая 500-я ошибка, это значит сервер error, или по-другому на кухне пожар, сейчас ничего не работает. Возможно, у тебя возник вопрос, зачем вообще нужна архитектура? Без структуры был бы хаос. Представь ресторан, где клиенты заходят на кухню, спорят с поварами, трогают продукты. Это вообще очень плохо. Соответственно, клиент-серверная архитектура создает порядок и безопасность. Клиенту нельзя напрямую ломать базу данных. Сервер делает все по четким правилам. Можно легко заменять кухню, не меняя весь ресторан. Почему тестировщику важно это знать? Ты как тестировщик следишь за тем, чтобы официант не перепутал заказ, чтобы кухня не выдала испорченный бургер, а клиент получил ровно то, что он просил. Ты проверяешь, отдает ли сервер правильные ответы, какой статус приходит на неправильный запрос, сохраняются ли данные в базе и безопасно ли все это. Заключение. Клиент-серверная архитектура равно порядок в общении.
API равно меню ресторана и официант в одном лице. Ты, как тестировщик, проверяешь, чтобы это общение было корректным. И чем лучше ты в этом разбираешься, тем ценнее ты как специалист.